Дорогие друзья, всем огромнейший привет, с вами Аня и вы на моем канале. Сегодня я хотела бы ответить на вопросы, которые вы мне задавали. И было бы очень классно с вами просто поближе познакомиться, а то я просто раньше вела свой блог более активно, потом я исчезла. Собственно говоря, сейчас я опять планирую возвращаюсь, поэтому если у вас останутся какие-то вопросы, то обязательно пишите внизу. Для начала я просто добавлю, что я просто девочка Аня, белорусская, которая всю жизнь жила в Бресте и там свою жизнь, в принципе, представляла. Но, получается, я вышла замуж за Юру, у меня муж Юра, он программист, и после 22 года необходимо было покинуть Беларусь, необходимо было уехать жить в другую страну. Потому что, как вы знаете, многие заказчики европейские ушли из Беларуси, и это было, так скажем, условием для того, чтобы дальше работать в этой сфере. Вот, и мы поехали жить в Польшу. Мы жили в городе Вроцлаве, мы жили в Варшаве, то есть мы, получается, переехали. У меня тут есть видео, почему мы все-таки выбрали Варшаву после Вроцлава. И что еще? И потом мы вернулись в Брест на где-то 10 месяцев, и затем мы снова вернулись в Беларусь, вернулись уже в город Белосток. Ну, так, вкратце. С адаптацией у меня было тоже все плохо, есть об этом отдельный ролик, я уже сейчас не буду в это углубляться. В общем, давайте все-таки ответим на вопросы. Поехали! Итак, первый. Планируете насовсем оставаться в Польше или все-таки хотелось бы обратно в Беларусь? Сейчас все-таки мы остаемся в Польше, потому что мы уже все-таки возвращались в Беларусь. И раз мы сюда вернулись в Польшу, то значит, что в Беларуси нам было, так скажем, не супер-пупер, не идеально. Поэтому сейчас планируем оставаться жить в Польше. Я без понятия, что будет дальше. Мир, знаете, такой сейчас непредсказуемый, поэтому стопроцентную гарантию я вам дать не могу и никто не может. Но сейчас планируем, да, оставаться в Польше нам нравится. Если сказать все-таки в двух словах, почему мы все-таки уехали из Беларуси, в Польше больше перспектив, больше возможностей в плане Юриной карьеры в сфере IT, и даже вот в моей сфере я сейчас занимаюсь активно блогом, и мне об этом очень нравится, скажем так, вам всем рассказывать про Польшу. Потому что, когда я была в Беларуси, если честно, я вообще не знала, про что мне там рассказывать, и мне даже там снимать не хотелось. Так, вопрос номер 2. Белорусы — это за стабильность и спокойствие, но что-то у тебя со стабильностью как-то будто не то. И не кажется? То есть инста, то нету. То есть YouTube, то нету. Так, я скажу сразу, что очень странно и интересно, что вы белорусов в целом охарактеризовываете как будто бы это, знаете, у всех у белорусов есть только один какой-то характер. Для меня это странно. Есть абсолютно разные люди. Вот, есть люди более стабильные, есть люди более вот такие, типа, неопределенные. Есть люди, которые просто обожают работать 50 лет в одной работе, а есть другие люди, и это типа нормально. Мне самой очень нравится стабильность и спокойствие. Я прям стремлюсь к спокойствию, к какому-то релаксу. Поэтому, ну, это про меня. Стабильность. Что вообще тут подразумевается? Да, я простой человек, у меня бывают разные в жизни периоды, в одно время мне нравится Инстаграм, в другое нет. Как вы понимаете, все это зависит от нашего внутреннего ментального состояния, с которым у меня были проблемы. Вот, потому что я уже практически год принимаю антидепрессанты, сейчас я уже схожу с них, к счастью. Вот. Так что без понятия, что вы тут, скажем так, охарактеризовываете всех под одну гребенку. Это даже не вопрос. Что-то у тебя со стабильностью как-то не то и не кажется. Даже если так, хорошо. Да. И что? Далее. Какие планы на хобби, работу, интересы, занятия, саморазвитие? В чем есть интерес?
Сейчас у меня самый большой интерес есть, конечно же, к блогу, к инстаграму, к ютубу. Мне прям это очень нравится, и мне кажется, у меня довольно так неплохо получается. Планы на хобби. Я обожаю очень что-то раскрашивать, всякие картины по номерам. У меня есть простые, так скажем, раскраски. Я в последнее время чуть увлеклась йогой. Вот, это что касается из хобби. Интересы тоже. Про работу пока не знаю, что будет, но, возможно, в будущем, конечно, было бы классно выйти на какую-то работу, но пока конкретно ничего сказать вам про это не могу. Саморазвитие, книжки у меня есть, книжки я читаю, но очень редко и, так знаете, потихонечку. В чем есть интерес? У меня есть интерес к своей жизни в целом, к тому, чтобы проходить курсы в интернете разные, смотреть интересные ролики, смотреть какие-то глупые ролики, заниматься спортом, йогой, зарядку делать обязательно, делать новый какой-то контент для вас во всех этих соцплатформах, путешествовать, конечно же, чем вам не хобби, я считаю, вполне прекрасное хобби. Что еще? Вот, в принципе, все. Мне этого, знаете, вполне хватает. Плюс еще есть, конечно же, у нас есть друзья, есть знакомства, есть всякие встречи, какие-то поездки, поэтому мне, на самом деле, абсолютно не скучно. Знаете, есть такие люди, которые обычно говорят: как тебе не скучно дома? Ребята, мне дома очень классно, мне очень комфортно, есть на самом деле очень много дел, помимо домашних, бытовых. Всегда можно смонтировать ролик, всегда можно его снять, всегда можно какую-то книжку почитать, глянуть фильм, интересный ролик, пройти курс вообще любой, на абсолютно любую сферу. О, кстати, я еще изучаю польский. Вот, это тоже, так скажем, отнимает у меня немало времени и моей энергии. Я, кстати, занимаюсь с репетитором польки, и мне прям очень нравится. Поэтому я считаю, у меня вполне хватает всяких дел, и даже я очень много, честно говоря, не успеваю. Но мне спешить некуда, у меня просто, так скажем, спокойная жизнь, размеренная, поэтому я кайфую. Так, следующий вопрос. Польша — это круто для всех или для тех, кто не работает и не парится сильно о деньгах и откуда они берутся? Я скажу, что, конечно же, Польша — это круто для всех. Мне даже кажется, что Польша круче для простых профессий, рабочих, потому что в Беларуси ты на вот этих же самых работах будешь получать в раз 5 меньше, поэтому, мне кажется, здесь прям явно круче. А если ты какой-нибудь айтишник, то, в принципе, и здесь тебе классно, вот, и в Беларуси классно. Поэтому мне очень нравится Польша, она имеет очень много своих плюсов. Конечно же, это путешествие, это инфраструктура, это в целом мне тут, знаете, нравится отношение к людям. Здесь все-таки неспроста цены на все услуги намного стоят дороже, чем у нас, потому что здесь очень ценится человек, и все вот эти услуги не могут стоить дешево. Поэтому Польша — это круто для всех. А для тех, кто не работает и сильно не парится о деньгах и откуда они берутся, я думаю, что им классно вообще везде, в любой стране. Какой твой распорядок дня, обучаешься чему-либо? Мой распорядок дня, встаю я по-разному, бывает в 9, бывает в 10, бывает в 11, бывает в 12, ребята, и даже в час в 2. Я встаю, иду умываюсь, зубы... Нет, кстати, зубы я чищу после завтрака. Я встаю, я умываюсь, я пью воду, делаю зарядку,
кушаю, то есть завтракаю, затем иду зубы чищу, потом разное бывает, иду на польский, могу просто что-нибудь глянуть на ютубе, пройти курс, глянуть что-то по саморазвитию, вот этой всей энергии. Мне вот эта тема, кстати, очень нравится. Там, знаете, про позитивное мышление, вот это все. Делаю польский, делаю курсы, гуляю, общаюсь с кем-то, хожу на йогу, делаю обед, убираюсь. То есть прям вот такого, знаете, прям конкретного, скажем так, распорядка дня у меня нет. У меня все меняется по-разному. Что еще бывает делаю? Самый прикол, что как только сел снимать видео, как будто бы, знаете, все у тебя из головы вылетело. То есть я занимаюсь тем, что мне сейчас интересно, то, что мне сейчас делать нужно. И вечером обычно, как Юрка дорабатывает, мы с ним или идем гуляем, или он идет в бассейн, а я ему делаю сырники, у нас такая есть традиция, или мы с ним идем вместе в магазин на закупы. Вот, в принципе, вот так. Ну, скажем так, ужинаем и спать. Так, обучаешься чему-либо. Вот, обучаюсь польскому, прохожу вот курсы. Ну, это в плане, если прям брать из обучений. Еще, кстати, сейчас думаю кое-чему обучиться, но пока еще я в этом не уверена, что вообще из этого выйдет. Как только что-то станет понятно, я, конечно же, вам сообщу. Есть ли интерес к чему-то на постоянной основе? Или как с YouTube? Сегодня есть интерес, а завтра пофиг. Так, мне кажется, что эти вопросы как-то повторяются. Интерес на постоянной основе у меня есть к блогу, как вы уже, я думаю, заметили. А то, что сначала я снимаю на одну платформу, потом на другую, потом на еще какую-то, я думаю, что это же не влияет на мой интерес, так скажем. Поэтому тут я не понимаю, что сказать. На постоянной основе интерес есть в жизни. Знаете, а жизнь, она такая просто разнообразная, и в ней все меняется, и, соответственно, меняются мои какие-то увлечения, мои интересы, мои хобби, и это нормально. В принципе, все. Я писала много раз, чтобы вы меня что-то спрашивали, но только вот были такие вопросы. Была прям очень рада сегодня с вами поболтать, рассказать вообще кое-что про меня. Поэтому обязательно, если у вас есть какие-то вопросики, оставляйте их внизу, я постараюсь на все ответить. И всем огромное спасибо за просмотр, с вами была Аня. И, кстати, если у вас есть интересные темы для меня, о чем вам было бы интересно послушать, то тоже, пожалуйста, пишите в комментариях. Все, всем до новых встреч, пока-пока!